Представители знака зодиака Рак, приветствую вас. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте с вами через подсказки карт и узнаем. Постепенно завершается ретроградность, большая ретроградность. Она где-то началась с конца еще 2024 года. Но именно в апреле уже будут еще и другие ретроградности, но тем не менее. В апреле у нас завершаются две ретроградности. И это ретро-Меркурий, с которой связана сбивчивая информация, какие-то паузы, задержки. Но также это происходит 7 числа. А ретро-Венера, она по 13 апреля еще продолжит обратное движение, возвращая нам некоторые вопросы на доработку или, может быть, в тех сферах жизни, где мы должны навести порядок, принять однозначное какое-то решение. Ну, вот, значит, это вот у нас еще период до 13 апреля как минимум продолжится. Мы, по сути дела, какую-то можем делать и работу над ошибками, так и наводить порядок в нашей жизни. Но уже окончание этой декады для нас может прояснить некоторые вопросы. Или то, что и было в каких-то заминках, здесь оно уже постепенно начинает набирать темп. И к окончанию этого периода мы можем рассчитывать на более четкую позицию или видение какой-то картины, ясную информацию. И то, что создавало путаницу в нашей жизни, постепенно отступает. Или все встает на свои места. Но это не быстро, это в таком спокойном темпе. Или вам будут более очевидны многие детали какого-то дела, темы, вопроса или ваш выбор. У нас сегодня две колоды карт по традициям, но Ленорман у нас цыганский оракул Ленорман. Очень специфические карты, но я надеюсь, мы переложим их значение на реальность нашей жизни. Достаточно давно это была колода выпущена, ну не именно это понятно, да, но она не менялась, не видоизменялась. Поэтому давайте узнаем, достанем 6 карт, а позже дополним картами Таро. И помним, жизнь не бывает полностью предсказуема. А вот смотрите, у вас радость какая-то спешит буквально к вам, поэтому какие-то радостные события, новости или приятности, мои дорогие, какие-то на вашем пороге будут в эти 10 дней. Итак, как я сказала, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И мы не выносим вердиктов. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Вот давайте попробуем предположить, что же вас ждет. События ближайших дней. 6 карт. Что подскажет оракул? События ближайшего будущего. Что ждет представителей знаков зодиака Рак с 1 по 10 апреля? И на колоде Таро неожиданность будет первой картой. Неожиданные события. Ну, пусть это будут приятные сюрпризы. А второе – это то, что вам помогает. Или та область жизни, сфера жизни, в чем вы наиболее ресурсны, что вам, ну, как идет в руки, или то, что вы можете с наибольшим успехом осуществить. Третья карта – сфера ваших достижений, работы и денег, как в целом энергии посмотрим. Любовь и личная жизнь. И следующая карта – что изменит вашу жизнь или как меняется ваша жизнь. И, возможно, как изменитесь вы или что меняет вас. Последняя карта – совет. И откроем мы ее в самом конце. Давайте по цепочке развития событий пройдем с картами Ленорман. А вот правда, радость не случайно перевернулась, а здесь праздник. И, может быть, есть повод собраться с ближними или с близкими, или, может быть, и шире круг какое-то общение. Может быть, это и связано по работе. Нам ведь не говорят, что это будет. Но, тем не менее, какой-то праздник, значит, есть какая-то тема, которая решается со знаком плюс. А может быть, этот праздник, потому что у вас получается, у вас лично что-то осуществить.
даже банально получить какой-то документ, который вы, возможно, очень долгое время ждали. Может быть, даже вы проясняете для себя какой-то личный вопрос. И здесь тоже это со знаком плюс. Есть повод для радости, и это само по себе здорово. Вот такое начало. Да, и подарок. Ну, тут что-то очень перспективное у вас может быть. Знаете, ведь это вот эта радость или праздник, это как начало, ну, может быть, какой-то новой стратегии тактики, ну, прямо скажем. Может быть, новые возможности по бизнесу, потому что подарок здесь может касаться и дома, важных согласований по дому, может быть, у кого-то продажа, купля недвижимости, ну, важная сделка, я такое тоже могу предположить. Или на вашей работе вас отмечают, мои дорогие, как хорошего сотрудника, вам могут предложить должность, или просто даже не предлагают, сами держите руку на пульсе, как радость, как какой-то подарок, подарок судьбы, можно и так это рассчитывать, да, такое значение, когда, к примеру, вы хотели получить вакансию или вы хотели занять определенную должность, которая прежде была занята, а здесь открывается сама по себе возможность. Поэтому не упустите, что-то очень доброе пытается войти в вашу жизнь. И у каждого со своей сферой жизни может быть связано. Но у кого-то и личная жизнь, влюбленный. И правда, вот конкретно влюбленный. Может быть, ваша любовь, может быть, человека к вам. Может быть, это у кого-то конфетно-букетный период или как приятные подарки, знаки внимания, комплименты. Романтика, мои дорогие, почему нет? Здесь нам человек буквально с гитарой. И когда бабочки в животе, почему нет? Ну, правда, посмотрите, 3 карты, даже 4, та, которая торопилась, перевернулась, она ведь тоже говорит о какой-то радости. Поэтому вот эти 10 дней или вообще апрель открывается с каких-то приятных событий, в целом каких-то возможностей. Ладно, идем дальше. Что ждет или чего ждать? Ну, какая-то такая, знаете, ложка дегтя в бочке с медом. Мы ведь все разные. Карта болезни. Она не говорит, что это буквально болезнь у кого-то. Будем реалистами. Тем более, как я говорила, эта колода, она вот имеет такую конкретную, прописанную какую-то, ну, как значение или смысл. Но мы переложим на наши дни. И поэтому это для тех, пожалуй, у кого есть недомогание, или вы чувствуете ну, какое-то состояние, когда вас беспокоило, может быть, периодически что-либо, и тогда карта нам будет давать совет. Сам не додумывай или не жди, что пройдет. Не жди буквально, пока тебя болезнь уложит в постель. Прими необходимые какие-то действия, отплатись к врачу. Только врач способен объективно оценить, что же с вами происходит. И здесь не нужно самому анализировать, именно идем тогда к врачу. Не дожидаемся, когда вот уже будет еще хуже. Я надеюсь, пусть это для одного, для двух, но, кстати, мои дорогие, иногда усталость нас укладывает в постель. Вот эта хроническая усталость, которая нас может выбить из колеи, кстати, переходя в какое-то недомогание или усталость. Это еще и когда падает наш иммунитет. И тогда мы более восприимчивы даже к банальной инфекции, к банальным вирусам. Поэтому, наверное, ваше здоровье, пусть все будет хорошо, но уделите внимание как здоровый образ жизни или, ну, как-то сведите к нулю какие-то степени риска по части вашего здоровья. Будьте внимательны к самим себе. Давайте мы посмотрим, что же еще. У кого-то ребенок, ну, мои дорогие девочки, сообразно желанию и возрасту вашему. Может быть, и правда вы ждете ребенка, или вы недавно стали мамой. Но, будем говорить, карта ребенок всегда, она присутствует и во всех колодах Ленорман. И это всегда начало чего-то нового. Для кого-то это могло быть какое-то недавнее знакомство или вверху у нас подарок. По сути дела, сокровище деньги и для кого-то перезагрузка по бизнесу. Могу такое предположить, потому что это как новое начинание. Или это, ну, знаете, как новое ноу-хау. Я теперь знаю как. Или это та мечта, цель, намерение, которую мы тоже первые шаги делаем, пытаясь притворить в нашу жизнь. По этой карте это может быть и где-то и по работе, ведь тоже как предложение, я говорила, должности. Но вы можете вообще столкнуться
с какой-то даже деятельностью, именно деятельностью, если мы говорим как начало чего-то нового. И имеется в виду начало именно вашей какой-то новой активности. И вы можете себя чувствовать неуверенно, мои дорогие. И тогда вот это проиграется, что вот эти две карты, нет, вот эта болезнь или как недостаток сил, недостаток, может быть, профессионализма, экспертности, чего угодно. Всегда вот этот недостаток будет проигрываться, то, что мы ощущаем, переходя к чему-то новому или переходя на какую-то новую ступень. И вот это некоторое такое, знаете, как внутренний дисбаланс. Я пытаюсь балансировать, но мне сложно. Кто-то из вас может ощущать, а на кону стоит что-то важное. И поэтому вот этот тонкий нюанс переложите на свою личную историю. Здесь будет у каждого по-своему. Давайте откроем последнюю карту. Что же ждет? Ну, наверное, как начало, так и конец. Мы закрываем в прошлое дверь. Это 13-й аркан соответствует, да, в колоде Таро. И это окончание какого-то прежнего жизненного этапа. Может быть, это окончание прежних отношений и начало каких-то новых. Это не обязательно, что мы меняем партнера. Может быть, человек, кстати, по ретро-Венере возвращается в нашу жизнь с новым пониманием. Или когда мы пытаемся кого-то вернуть, кстати, такое тоже я не исключаю, потому что до этого мы, ну, как под другим углом видели наши отношения. А теперь мы решаем, что нет, вот какая-то история должна быть продолжена, но она все равно продолжается уже в другом совершенно фарватере ключе. И поэтому мы не вспоминаем окончание, если мы говорим. Мы не вспоминаем то, что было прежде. То есть вот эти фразы «А помнишь, ты мне там говорил?» или «А помнишь, как ты поступила?» Вот это нет. Здесь все как с чистого листа. И буквально этот чистый лист. Как перевернуть страницу вашей собственной жизни. По сути, вам предлагают все карты. И вот эта неуверенность, да, или нересурсность какая-то, это ваши лишь ощущения. Потому что у вас на кону новая жизненная как эпоха. Вот очень интересно, а у кого-то может проиграться в вопросах любви. С 27 марта, мои дорогие, Лилит, черная луна в Скорпионе. И я приглашаю вас на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте, какие это энергии и что будет проигрываться именно для вас, для вашего знака зодиака. Вот тут могут быть очень сильные чувства или очень сильное влечение. Но может быть такое и влечение, когда вам хочется всего и много. Или побыстрее и как-то вот сразу перейти на новую ступень жизни, на иное качество жизни. Но здесь, наверное, как и поспешность была бы неправильной, так и поставить что-то на паузу и не завершить было бы тоже ошибкой. Вот этот момент перехода между прошлым и будущим может быть вами более, ну, так остро ощущается с 1 по 10 апреля. Неожиданности. Это может быть человек, королева Пентаклей, вообще-то карта надежности. Тут совсем не про неожиданности. Но ведь это та, которая умеет навести порядок из любого хаоса. Это та, которая умеет отстроить благополучие практически с нуля. Та, которая умеет растить ребенка, лечить своих близких, уделять внимание своим дорогим, любимым людям. Это та, которая заботится о своем теплом, уютном доме, старается сделать свое жилище наиболее комфортной. Пусть это у нас пентакли, но как раз вы можете быть в этих энергиях, и, как я говорила, действительно вам хочется уюта, покоя, тепла, какой-то уверенности в сегодняшнем дне и в завтрашнем дне. Это все проходит по королеве Пентакли, и рассчитываем мы сами на себя. Но более того, королева Пентакли, она ресурсна. И то, что как зарождается идеей в ее сознании, ментальности, она потом воплощает в жизнь. Вот в неожиданностях может быть и у вас какая-то идея, которую вы буквально себе можете переложить на бумагу и приступить к осуществлению. Вы можете сказать чему-то «нет, мне надоело, вот так дальше не будет, я теперь достоин лучшей жизни» или «я достойна другого качества жизни». И здесь у каждого своя история. Кто-то может подвести итог в отношениях, правда, и такое я не исключаю, потому что хочется быть счастливым. Здесь я вижу в неожиданностях какое-то ваше основополагающее решение, такое однозначное
и очень правильное. Но это для вас будет означать, когда вы будете чувствовать свою собственную ресурсность, свои больше силы, рассчитывать, да, на самого себя, это тоже благо, потому что нас тогда никто не подведет. И в целом есть возможность достичь совершенно какого-то нового уровня благополучия. И когда мы любимы, счастливы, когда у нас порядок во всех абсолютно сферах жизни. И вот в неожиданностях вы можете свою траекторию кардинально как-то изменить в сторону вот этой надежности, как и людьми себя окружить более надежными, доверенными. Может быть, и есть, кстати, вот такой человек в вашем окружении по королеве Пентаклей, неважно королева, мы не рассматриваем по полу карту. Здесь может быть также и мужчина, который более надежным, который более близок к нашей реальной жизни, не где-то там в облаках, а тот, на которого можно положиться, или женщина, на которую тоже можно положиться, которой можно принести все свои какие-то печали и радости. Она и печали может разделить, она и где-то и порадоваться может искренне. Ну, аналогично и мужчина. Вот вам хочется больше стабильности и другого качества жизни. Просто вы эти энергии в самом себе тоже можете прочувствовать. Ну, а если есть такой человек, то вы можете ему отдать предпочтение. Может быть, это с его стороны будут ваш адрес, знаки внимания. А кто знает, вы можете и познакомиться, будучи где-то в гостях, вот с таким человеком. Идем дальше. В чем вы ресурсны? Добрые события. Но, видимо, какие-то вопросы вам еще предстоит завершать, как между прошлым и будущим пройти по тоненькой жердочке. И главное, не смотри вниз. Смотри, вот в книгу нам не случайно Паш Мечей показана девушка, которая читает как будто книгу. Она не углубляется в какую-то ненужную вот эту философию, которая может ее в этот омут затянуть, или когда может словно закружиться голова. Есть какая-то, как и конкретика, опять же, так и есть какой-то рационализм. Вот эти лампочки, как воздушные шары в виде лампочек, нам придают равновесие. Это наша цель, мечта, идея. Но мы должны что-то детализировать для того, чтобы пройти вот по этой тоненькой жердочке, держа баланс, надеясь сами на себя. Но у нас это определенно получится. Здесь буквально знание, сила, изучение чего-то нового. Кто знает, может быть, начиная изучать, ведь это Паш всегда начало, новый язык, новую культуру или какое-то новое направление, которое вам хочется переложить на себя и быть хозяином собственной жизни. Это может быть как, ну, даже личное творчество, или если ваш бизнес– это какое-то новое направление, или даже если по работе построение карьеры, да все что угодно, или новые отношения в любой сфере жизни. Но детализировать, изучить что-то стоит, но отнюдь не отказываться, потому что это может быть новое, да, вот как этот ребенок, начало. И есть вот эта тоненькая жердочка, которую нам обязательно нужно преодолеть, а мы можем себя чувствовать нересурсными или думать, а нет, а вдруг я упаду, или вдруг я тут свалюсь, или я не выдержу вот этот баланс. Но у вас все получится, и в этом буквально ваша сила. Наверное, дорогу осилит идущий. И мы ведь спросили, в чем вы наиболее ресурсны или что вам помогает решиться на что-то, мои дорогие. Давайте посмотрим сфера ваших достижений. Да, вот, кстати, мечи, рационализм, делай все по закону, поступая по закону. Ну, если у кого-то, правда, недомогание проигрывается, по королю мечей проигрываются люди в форме. Здесь и буквально как высокие чиновники или про форму, если мы, то это и врачи где-то проходят. Поэтому не надо додумывать, не надо ждать, когда пройдет какое-то недомогание. Нужно все расставить рационально по местам. И в этом вам поможет доктор, если есть вопросы здоровья, как бы под сомнением у вас. У кого-то это будет то дело, которое вы должны оформить юридически. Король мечей означает также юристов, адвокатов или людей, которые наделены властью и которые в своих руках имеют сферы влияния. Может быть, к вам придется таким обращаться. Построение карьеры. Но тут опять же хладнокровие, рационализм и никаких эмоций. От начала до конца вам помогает преувеличить какие-то ваши возможности.
И, кстати, если даже по части личной жизни, то тоже, может быть, придется что-то просчитывать и продумывать детально какие-то бумаги, важные соглашения. И этого я тоже не исключаю. Во всех сферах жизни вот этот рационализм и где-то хладнокровие. Чувства, они есть. Нам об этом сказал цыганский оракул. Но и есть все-таки те дела, когда не нужно мешать все в одну корзину. И эмоции, и чувства, и одновременно, может быть, материализм, и какую-то конкретику. Любовь. Что тут добавить? Тут любовь и деньги у вас идут где-то параллельно, возможности. И, видимо, какие-то возможности перед вами еще и открываются. А правда, по девятке чаш, хоть не совсем эта карта про любовь, это карта самодостаточности. И все же, видимо, наиболее ресурсный период для вас, как, может быть, обустроить свое жилье, или обустроить семейное гнездышко, может быть так. Или обустроить на дому что-то, да, вот как рабочее место. Если вы работаете в сфере IT или работаете на дому, или из любой точки мира вы можете как раз продумывать, куда вы собираетесь, может быть, переехать или какая-то релокация, и вы просчитываете, где мне будет наиболее комфортно и работать, и одновременно и отдыхать, или как будет построена моя личная жизнь. Но будем говорить откровенно, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Хочется свою жизнь обустроить красиво, комфортно, уютно, надежно. И как и любовь, так вот и все эти вопросы у вас будут взаимосвязаны. Давайте посмотрим, как изменится или что меняет вашу жизнь и что меняет вас. Ну, по крайней мере, в эти 10 дней я не вижу. Вот обдумывать вы на что-то решаться будете. Но есть еще все же и то, что вы будете готовы продолжать. А еще эта карта, пусть не в этой колоде, есть такое значение легкость на подъем. И, кстати, пробуй, пока не получится или не надоест. Пусть это значение прописано в другой колоде, Таро иллюминатов, но давайте будем рассматривать в целом карты. И правда, вот эта легкость на подъем и спонтанность. Вот если мы говорим, какая-то спонтанность, она вам все-таки помогает. И ведь правда, так часто бывает, идея приходит в нашу голову, и мы ее сами можем, ну, задушить, если мы начинаем где-то копаться, говорить или искать, например, да. По какой причине мы не можем это начать? Потому что мы не ресурсны, мы где-то себя оправдываем. А если мы с другого ракурса подойдем и скажем, что «а нет, а дай-ка я попробую». Здесь к вам приходят возможности, мои дорогие, которые меняют вашу жизнь и вас самих каким-то вот таким спонтанным образом. И поэтому, что меняет вас? Не отказаться от предложенной поездки. Или даже если у вас вдруг куда-то нужно отправиться срочно. И вы знаете, тогда по этой карте нам говорят, оставь свои какие-то рутинные дела или переключи их на какой-то другой временной промежуток, но обязательно эту возможность используй. Используй даже что-то в мелочах, и это тебе будет помогать. Тебе это будет, ну, буквально выйти из какой-то замшилой ситуации, или тебе это будет помогать по-новому увидеть какие-то новые горизонты, или держать равновесие. Ведь это тоже, по сути, двойка, баланс. Баланс держать придется и при этом идти вперед. И это все в целом меняет и вас самих, и ваше качество жизни. Давайте откроем совет. Ну, наверное, если баланс приходится держать, то конфронтация какая-то не нужна. Пятерка мечей – это пирова победа. И поэтому, с одной стороны, мы не взращиваем каких-то недругов, мы никому ничего не доказываем, не настаиваем на своем, потому что человек тоже может замкнуться, и по пятерке мечей мы никогда никого не переведем на свою сторону. Каждый останется при своем мнении, мы разойдемся в разные стороны, в итоге вопрос не решен, проблема тоже осталась. Поэтому конфронтация не полезна, об этом нам говорит карта. А вот найти опять же какой-то баланс. И пусть мы даже из своих врагов, ну, если не друзей, то, по крайней мере, установив нейтралитет, ну, где-то единомышленников можем создать, кстати, или разрядить какую-то сложную ситуацию, наболевшую, свести ее, по сути, к нулю. Вот сводите к нулю все то, что вам мешает жизнь. Все то, что где-то на вас воздействует со знаком минус, подводите иными словами
какие-то итоги завершайте, причем так, чтобы это согласовывалось с законом, и не надейтесь на то, что какая-то ситуация разрешится сама. От ваших действий, и вы ресурсны, мои дорогие, именно в эти 10 дней зависит что-то как на будущее для вас, так и открытие, может быть, новых возможностей. Здесь ведь, знаете, со всеми уметь договориться – это великое благо. Держать этот баланс – это значит не просто застрять баланс или с кем-то согласиться. В первую очередь это себе не навредить. А иногда даже бывает как запасной аэродром, когда вовремя мы можем отступить полшага назад. Хотя я полшага на этой декаде никак не вижу, но кто знает, ведь мы смотрим где-то и на будущее, ведь только 10 дней. Мы еще сейчас, как будто только вы, мои дорогие, достигаете вот этого будущего. Еще какие-то пару шагов вам точно придется сделать вот в этом балансе. Но тогда ничто не должно оставаться в прошлом, что вас будет тянуть назад или вниз, или что вас может потом развернуть, и вам придется обратно шагать вот через эту пропасть для того, чтобы закрывать какие-то гештальты или наводить в прошлом порядок. Ну, вот такая карта совет. А в целом у вас очень интересный жизненный период. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.